Всем привет! Сегодня у меня на обзоре не старый, а вполне современный дозиметр-радиометр DRGB01 ECO1. Сейчас эти дозиметры продаются на Авито, начиная от 2500 рублей. И это отличная цена за отличный прибор. Чем же он мне так понравился и почему я его купил? Дело в том, что в DRGB01 используется очень чувствительный слюдяной счетчик SBT10A, либо его современный аналог Beta5. Это позволяет производить качественные измерения объектов с малой активностью. Похожих приборов за такие деньги вы не найдете. Надо заметить, что под маркой DRGB01 ECO1 продаются несколько разновидностей прибора. Одна из них имеет несколько непривычный вид с диагональным индикатором и кнопками. Это старая версия прибора, выпускавшаяся компанией Befal, собранная на аналоговых элементах. Вторая имеет практически такой же вид, но производилась компанией EcoRad и уже на микросхемах. Третья версия более современная, на основе микропроцессора, и выпускается на компании Falco. Именно эта модель у меня в руках. Есть также и другие похожие приборы и модификации DRGB01A, DRGB04, ECO1M и так далее. Рассмотрим комплект прибора DRGB01 ECO1 от компании Falco. Он поставляется в отличной сумке с мягкими стенками. И здесь есть несколько отделений для хранения самого прибора, плечевого ремня и зарядного устройства. Сумка мягкая и хорошо защищает дозиметр от ударов. Переносить ее можно как на поясе, так и через плечо, для чего служит ремень. В комплект помимо сумки входит зарядное устройство для подзарядки аккумуляторов и руководство пользователя, а также 4 аккумулятора, которые уже установлены в прибор. Дозиметр представляет собой устройство длиной 145 мм, шириной 80 и толщиной 40 мм. Масса прибора 330 грамм. По сравнению с радиосканом он, конечно, большой и тяжелый. Корпус сделан из черного пластика. Дизайн никак нельзя назвать изящным. Тут все очень просто. Но на функциональности это не сказывается. У дозиметра имеется жидкокристаллический экран, 3 функциональных кнопки, встроенный зуммер, да в общем-то и все. Других органов управления нет. С задней стороны есть открывающийся экран бета-фильтра. Из чего сделан фильтр, не знаю. Думаю, это либо медь, либо ее сплав. Но точно не железо, потому что не магнитится. И также здесь расположена крышка батарейного отсека. Дозиметр работает от 4 аккумуляторов размера 3А, либо от аналогичных батареек. Согласно паспортным данным, заряда должно хватать на 150 часов работы. Зарядное устройство подключается в гнездо слева. Когда идет процесс зарядки, прибором пользоваться нельзя, он не включится. Аббревиатура DRGB говорит о том, что с помощью этого дозиметра можно производить измерение мощности рентгеновского излучения, гамма-излучения и плотности бета-потока. DRGB01 позволяет измерять излучение мощностью от 0,1 микрозиверта в час до 100 микрозивертов в час, то есть от 10 микрорентген в час до 10 миллирентген в час. Помимо измерения гамма-фона, DRGB01 умеет проводить измерение плотности бета-потока в количестве импульсов в секунду с квадратного сантиметра, а также измерять удельную активность цезия в продуктах. Это, кстати, очень редкая и полезная особенность прибора. За такие деньги вы не найдете другого радиометра с аналогичной функцией. Высокая чувствительность дозиметра достигается за счет использования большого слюдяного счетчика SBT10A. Площадь его окна 39 квадратных сантиметров. Для сравнения, у радиоскана площадь счетчика 7 квадратных сантиметров, в 5,5 раз меньше. Счетчик расположен с обратной стороны корпуса под крышкой фильтра и под защитной решеткой. Поверхность слюды находится достаточно глубоко, и счетчик хорошо защищен от механических повреждений. Мой дозиметр выпущен в 2008 году, а в новых приборах используется аналогичный датчик Beta5. Он более современный и вроде бы более чувствительный к бета-излучению. Чтобы включить дозиметр, нужно дважды нажать на кнопку включения.
Вот прибор включился. На экране мы видим индикацию режима F. Это измерение фонового излучения. Цифры пока нулевые, потому что прибор не умеет показывать дозу динамически. Он делает измерение в течение 20 секунд, а затем выдает результат на экране. Вы хорошо слышите частые импульсы, и скоро мы увидим дозу. Вот мы услышали сигнал, который говорит о том, что измерение завершено, а на экране появились цифры 0,13 микрозиверта в час. Это нормальный фон. После этого 20-секундный цикл начинается заново, а на экране мы видим результат последнего измерения. Чтобы корректно оценить уровень радиации, необходимо произвести несколько измерений, как минимум 3, а для точных данных 10-15 измерений. После этого высчитать среднее арифметическое значение. Напомню, что измерение гамма-фона проводится при закрытой крышке фильтра. В любой момент можно прервать 20-секундный цикл и начать его заново, для чего нужно нажать кнопку «Режим» и удерживать ее, пока на экране не появится надпись «Рестарт». Если вам не нравится звук квантов, можно отключить звуковое сопровождение, для чего нужно нажать и удерживать нижнюю кнопку. И точно так же звук включается обратно. Несмотря на то, что на кнопке нарисована лампочка, подсветки в приборе нет, и данная кнопка управляет именно звуком, а не светом. Ну, давайте измерим что-то более интересное, чем фон, и это будут часы с радиовой светомассой. Здесь достаточно много гамма-излучения, и сейчас мы его определим. Запускаем цикл и ждем 20 секунд. Щелчков очень много, но алгоритм довольно грамотный, они не сливаются, поэтому даже несмотря на то, что DRGB01 явно не поисковый прибор, с его помощью вполне можно определять источники излучения на слух. Итак, 20 секунд прошло, и мы видим данные 14,4 микрозиверта в час, то есть 1,44 миллирентгена в час. Это вполне соответствует данным, полученным от других приборов. К сожалению, в приборе нет динамической индикации мощности дозы, и чтобы узнать результат измерений, всегда необходимо ждать 20 секунд. Следующий режим А – это режим измерения удельной активности цезия в продуктах. Первый раз встречаю такую возможность в приборах, которые у меня были. Результат измерений приводится в килобеккерелях на килограмм продукта, то есть количестве импульсов в секунду на 1 килограмм. Причем данные идут для цезия-137, что особенно актуально, потому что именно цезий является наиболее распространенным радиоактивным загрязнителем продуктов питания. Для того, чтобы провести измерение, нужно взять пол-литровую банку, залить или засыпать туда измельченный продукт почти до самого верха, а затем уже можно проводить измерения. У меня есть радиоактивная сублимированная черника, загрязненная как раз цезием-137, и я покажу, как проводится такое измерение. Но я не хочу открывать банку и измельчать чернику, поэтому замер будет условным, а не реальным. Да и самой черники у меня немного, нужно больше. Надо также понимать, что измельченная ягода будет по крайней мере в 5-6 раз плотнее, чем вот эта сублимированная. Поэтому реальная активность черники будет в 5-6 раз выше. Но, повторюсь, замер будет оценочным для демонстрации работы прибора. Измерение проводится при закрытой крышке фильтра. Итак, включаем дозиметр, банку пока убираем подальше, теперь нажимаем кнопку «Режим». Мы видим букву А – активность. И цифры 99,9, которые будут уменьшаться. Прибор запускает режим измерения фона. Это продлится 520 секунд, после чего процесс остановится и раздастся звуковой сигнал. Я ускорю видео, чтобы вы не ждали.
Вот раздался сигнал, измерение фона завершено. Теперь нужно поднести продукт для измерения задней стороне корпуса. И снова нажать кнопку «Режим». Начался процесс измерения активности продукта. Он займет также 520 секунд. После этого прибор из полученной величины вычтет активность фона с первого измерения и покажет на экране удельную активность продукта в килобеккерелях. Давайте дождемся результата. Снова прошло 520 секунд, раздался звуковой сигнал, и на экране мы видим активность в 2,3 килобеккереля, то есть 2300 импульсов в секунду на килограмм продукта. Если бы я измельчил эту чернику и уплотнил ее, и если бы она была у меня в достаточном количестве, цифры были бы значительно выше. По моим теоретическим предположениям, в 5 раз больше полученного результата, то есть порядка 10-11 килобеккерелей на килограмм. Кстати, очень интересно, что когда я готовил текст обзора, то в интернете появились измерения черники, которые провели другие люди. И там были цифры в районе 11-12 килобеккерелей. То есть мои предположения оказались достаточно верными. А норма для сушеной черники 2,5 килобеккереля на килограмм. Последний режим работы дозиметра – это режим измерения плотности бета-потока. Он производится при снятой крышке фильтра. Бета-поток при этом свободно попадает на счетчик. Для бета-измерений нужно подготовить образец для исследования достаточно большого размера, чтобы покрывать площадь счетчика. Я возьму крышку от шкатулки из уранового стекла. Кнопкой «Режим» выбираем режим бета-измерений. Процесс займет 80 секунд. И в конце мы снова услышим звуковой сигнал, а на экране будут цифры плотности бета-потока. Ну вот, интервал измерения завершен, и прибор показал нам плотность потока 8 с небольшим распадов в секунду с квадратного сантиметра. Для пересчета на распады в минуту нужно это число умножить на 60, и мы получим около 500 распадов в минуту. Давайте для проверки сравним показания, например, с дозиметром МКС-01. Включаем его. Прибор готов к работе. Выбираем режим бета и смотрим. Прибор показывает 500 распадов в минуту с квадратным сантиметром, что соответствует показаниям DRGB-01. За счет высокой чувствительности счетчика DRGB-01 хорошо работает с малыми активностями. Вот, например, у меня есть гранитная плитка. Давайте измерим ее активность 3 приборами. Прибор готов к работе.
Хорошо слышно, что ДРГБ издает более частые импульсы, чем радиоскан и МКС. Ну а итоги измерения вы можете наблюдать сами. Еще один небольшой опыт на тему, а можно ли зашкалить этот прибор. Для этого я возьму мощный источник излучения. Ну вот, как видим, дозиметр хоть и издает звуковые сигналы, способность счета он уже потерял, о чем явно говорит индикатор. Однако, если убрать источник и опять запустить измерение, то прибор снова дает корректные показания. Интересная особенность слюдяных счетчиков в том, что в темноте можно увидеть световые импульсы при их срабатывании. Чем мощнее источник излучения, тем ярче будет видно сияние от электрических разрядов внутри счетчика. Давайте переместимся в темноту, и я покажу, как это выглядит. В руках у меня мощный контрольный источник. Я подношу его к счетчику на расстоянии около 20-30 см. Свечение очень яркое, видны волны при перемещении источника. Еще отмечу, что ДРГБ-01 был внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет сертификат поверки. Значит, его показаниям можно доверять. Конечно, у моего прибора сроки поверки уже вышли. Но смотрите, какая интересная штука. Мне так понравился этот дозиметр, что я купил еще один у того же продавца. И у меня два таких прибора. Каким-то чудесным образом у них даже последовательные серийные номера. Для проверки я провел два одинаковых измерения активности уранового стекла этими приборами. И посмотрите, они показывают практически одинаковые цифры. То есть показания никуда не убежали у какого-то из приборов. И можно сделать предположение, что на сегодня оба дозиметра также точны. Интересный факт о счетчике SBT10A. Его маркировка SBT говорит о том, что перед нами счетчик бета-излучения торцевой. Но он также способен и определять наличие альфа-излучения. Давайте в этом убедимся. Я возьму альфа-излучатель на основе мериция-241 из датчика дыма. Приложу его к ячейке так, чтобы излучение свободно попадало на счетчик. Теперь выполним измерение. У нас получилось 2,35 микрозиверта в час. Теперь перекрою альфа-поток с помощью бумаги и повторю эксперимент. Теперь получилось 1,73 микрозиверта в час. То есть действительно счетчик SBT10 способен обнаруживать альфа-излучение, хотя официально эта возможность не регламентирована. Давайте посмотрим, что у дозиметра внутри. Чтобы его открыть, нужно открутить 6 саморезов. Первые два держат крышку батарейного отсека. И еще 4 половинки корпуса. Теперь можно открыть корпус.
С одной стороны мы видим счетчик SBT10A, с другой электронная плата, она крепится гайкой. Откручиваю гайку. Здесь видно микропроцессор, высоковольтный трансформатор, дисплей и другие детали. Сама электроника занимает очень мало места, но прибор габаритный именно из-за размеров счетчика. Счетчик SBT10A имеет в характеристиках максимальную скорость счета 25 тысяч импульсов в секунду. Толщина слюды 12-17 микрометров. Вот так выглядит сам датчик SBT10A. Металлический корпус, слюдяное окошко. Внутри счетчика видны кристаллики йода. Йод здесь используется для того, чтобы сократить время самогашения счетчика. Мне кажется, что DRGB01 не очень распространен в сообществе радиофилов, поскольку я не часто вижу упоминания этих приборов. Однако на сегодня это одно из лучших приобретений. Как я уже говорил, мне настолько понравился этот дозиметр, что я купил второй экземпляр про запас. Тем более, что сам счетчик SBT10A по отдельности продается дороже, чем весь прибор в сборе. Кроме того, на форуме RHBZ вы можете найти тему с альтернативной прошивкой DRGB01 со множеством дополнительных возможностей. Правда, она подходит не ко всем версиям прибора. К моим не подходит. Так что, надеюсь, кто-то из радиофилов тоже заинтересуется этим дозиметром и пополнит свою коллекцию. А на этом все, и до новых встреч!